Приветствую всех на канале Life of Drive. Снова с вами я, Стас. И сегодня мы будем обсуждать такую тему, как стабилизаторы поперечной устойчивости. На этот Subaru мы установим стабилизаторы фирмы Cusco взамен заводских. Установим их, поездим, посмотрим, что изменилось, стоит их вообще ставить или нет. Также мы их протестируем, конечно же, на треке. Но сначала я их покрашу в черный цвет. Кто знает, зачем мне заниматься таким качеством, пишите в комментариях. Кто не знает, спрашивайте, отвечу. Ну а мы начинаем. Поехали! Мы катаемся на новых стабилизаторах Cusco. Зачем их вообще надо было менять? Зачем надо было менять вообще заводские стабилизаторы? С завода им не хватает немножко жесткости, особенно заднему стабилизатору. Не просто так Subaru на свои самые заряженные спецверсии, как VRX STI Spec C или, скажем, Legacy S402, сразу с завода ставили усиленные стабилизаторы, особенно задний стабилизатор. И также в комплекте Cusco задний стабилизатор, он почти более чем в 2 раза жестче, чем заводской стабилизатор. Как это проявляется? Это проявляется в том, что машина становится собраннее, жестче. Реакции на повороты руля становятся более резкими, более отчетливыми. Значит, комплект от Cusco, получается, немножко изменяет настройку машину в сторону задней оси. То есть прибавляется немножко больше избыточная поворачиваемость. Если с завода машина настроена больше на нейтральную поворачиваемость, хотя, конечно же, у Subaru с завода имеется болячка андерстира, то есть недостаточной поворачиваемости на входе в поворот по сухому асфальту на большой скорости, то здесь этот комплект, получается, немножко минимизирует недостаточную поворачиваемость и немножко перенастраивает автомобиль на более агрессивный, так сказать, заворот попы автомобиля в поворот. Это ощущается очень хорошо. Вот, скажем, сейчас небольшой сброс, доворот, газ. Акцент вообще в данном комплекте стабилизаторов, он как раз таки именно на задний стабилизатор, потому что передний стабилизатор не намного сильно отличается по жесткости от заводского, а вот именно задний добавляет намного больше уверенности в поворотах, а также он даже на внешний вид намного толще и намного жестче, чем оригинальный. Хорошо. Так, ну а сейчас посмотрим, давайте заезд по треку, где я как раз таки на новых стабилизаторах Cusco, на новых своих итальянских тормозах Tarox и также на новых полусликах Toyo 3.8R. Так что переносимся на трек.
там как раз в этом заезде подсел ко мне просто незнакомец, говорит: дружище, давай прокати меня, если можешь, там, кайфанем вместе. Я говорю: ну давай, с радостью. Прокатили с ним, поговорили о преимуществах и недостатках ручной коробки передач, кайфанули. И давайте посмотрим, как это было. שלום. את החלון הוא מבקש לסגור אחי, בטיחות ראש, אז אני סוגר בסדר. טיפה יהיה חם, לא נורא. אחרי זה נפעיל מזגן. שהסיעה הייתה שם יורדת, אתה נכנס. איזו סיעת? האחרונה, הנה. כן. אבל היא עוברת פה, אתה נכנס. כן. רק תסגור את החלון, למה הם... כן, כן, כן. גישות.
ממנו, אה? שמע, זה כל הכיף. זהו, אבל ככה אתה שואג, לא כמו מבין. אני אגיד לך מה, תביא כל גיר רובוטי חדש, גיר C6, גיר ספורטיבי, הוא יזיין אותי בזמנים, גם בזמן של העברת דרוכים, גם בזה. אבל זה גורם לך להתאחד עם האוטו בצורה, אתה לא מבין, כאילו אתם אותו גוף, אתה מבין? כאילו אתם אותו מבנה, אותו גוף, עומדים ביחד. וזה מה שנותן לך כיף, ברגע שגם יוצא לך לבלום כמו שצריך, להעביר הילוך בזמן, לתת גז בהנמכת הילוך כמו שצריך, אחי, וזה יוצא לך, זה סיפוק. זה סיפוק שכאילו אתה עובד על משהו ויוצא לך טוב. בגיר רובוטי, מה, אתה מעביר הילוכים עם הדבר הזה, אתה נגיד בולם פה, אתה מנמיך, בום. אצלי, אחי, אתה צריך קלאץ', לתת גז עם העקב, להנמיך הילוך, עוד הפעם, קלאץ', אתה מבין, זה עבודה, אחי. זה מה שכיף בידני, כשיש לך את הסיפוק ואת החיבור עם הרכב. בגיר רובוטי הספורטיבי הוא הרבה יותר מהיר, הרבה יותר יעיל, אבל הריגוש שנותן גיר ידני, אין עליו. בגלל זה עדיין לא משנה מה, גם פורשה, גם BMW, למרות שיש להם גירים רובוטיים מטורפים, הם עדיין עושים רכבים גם עם גיר ידני. למה? כי הם יודעים שאנשים אוהבים את זה. טוב, יאללה, אני נח, מספיק לי להיום. יאללה, אח שלי, מקווה שנהנית. עד השמיים. תודה אחי. אוקיי. Ребята, я надеюсь, это была полезная информация для вас. Стабилизаторы полезная вещь. Я не говорю, что нужно покупать какой-то определенной фирмы. Почитайте в интернете, посмотрите информацию, какое что вам лучше подходит, с настройками, без настроек, потому что данный комплект амортизаторов Cusco, он не настраиваемый. Так что смотрите, если вы действительно хотите улучшить управляемость автомобиля, это одна из первостепенных вещей, которую вам нужно поставить. Я надеюсь, что вам было полезна эта информация. Скоро будет новый выпуск, будут новые тюнячки, будет продолжение проекта. Так что оставайтесь со мной. И всего хорошего всем, ребята. Всем добра и счастливо. Пока-пока. Надо притопить немножко.